От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Этот закон арифметики в кулинарии не работает. Представляю слагаемые. Мясной фарш 500 грамм. Лук грамм 250, а то может быть и 300, порезанный мелким кубиком. Мука, сухарики, густо приправленная сванская соль. Чайная ложечка чесночного порошка. Сублимированный чеснок продают в пакетиках. То же самое, но только лук. А еще черный перец, соль, бульон, растительное масло, яйцо и 1 столовая ложка соуса Worcestershire. Без него, впрочем, можно и обойтись. Нельзя обойтись без яйца, если вы собрались приготовить котлеты. Я хотел бы у вас спросить, как бы вы готовили котлеты из вот этих продуктов? Что куда? Разрешите, я отвечу за вас. Смешать фарш с луком, приправить его при помощи соли и перца, обмакнуть в муку, далее яйцо, потом запанировать сухарями и пожарить на масле. Скажите, пожалуйста, бульон в этом случае куда денется? Я сегодня хочу показать парадоксальный рецепт котлет, который полностью изменит ваше представление об этом замечательном блюде. Как правило, когда мы готовим котлеты, то стараемся сделать их как можно более сочными. Правда, некоторые повара в столовых, кафе добавляют еще из замоченного прямо в воде хлеба. Мол, эти котлеты пышнее получатся, будут сочнее. А я добавлю в мой фарш 50 грамм молотых сухарей. Да, чтобы фарш стал как можно суше. А теперь сванская соль. А теперь лук и чеснок гранулированные. Они работают иногда даже лучше. А самое главное, что они не дадут лишнего сока котлетам. И даже яйцо я разбиваю прямо в фарш. Соус Worcestershire тоже в фарш, но это, пожалуй, что маленькая капля, которая сделает фарш чуточку сочнее. Черный перец. Здесь чайная ложка, пол чайной ложки вполне достаточно. У нас всего лишь навсего полкило фарша. А теперь соль. Добрая щепоть соли. И фарш как следует вымесить. Итак, куда же пойдет бульон? Куда пойдет мука? Куда пойдет весь этот лук? Каким образом? Почему котлеты вдруг станут сочными и вкусными? Не торопитесь. Все объясню, все покажу, раскрою все секреты. В фарше не жиринки. Это говядина, пропущенная через крупную решетку мясорубки. И все, больше ничего. Все остальное, что мы добавили, кроме яйца и ложки вустерского соуса, сделало фарш только суше. Но зато теперь я как следует отбиваю его кулаком. Вы знаете, сколько обычно масла я наливаю на сковородку. Так, чтобы котлеты, чебуреки, словом, что бы я ни жарил, обычно у меня это все плавает в масле. Но в этот раз я поступлю иначе. Я налью масло ровно столько, чтобы покрыть все дно сковородки. И не больше. А больше и не потребуется. Из полкило фарша я собираюсь приготовить 8-9 небольших котлет. Грамм по 50-60 каждая. Похлопайте в ладоши каждой котлетки. Ей сейчас на сковородку отправляться. И начинаем обжаривать котлетки. Сковородка просторная. Я думаю, что 9 штук как раз уместится. Успеем обжарить за один раз. Котлетки небольшие, тоненькие. Их обжарить по минутке-полторы с каждой стороны. Обратите внимание, что температура масла в сковороде не такая уж высокая. Котлетки жарятся очень спокойно. Ну а сейчас самое время смешать лук с мукой. Для чего? Зачем? Вы сейчас все увидите. 2 столовые ложки муки достаточно. Кажется, котлеты уже вполне обжарены. Можно начинать доставать. Обратите внимание, что котлеты выпустили часть мясного сока. Вот он, вот, в виде пены.
И это прекрасно, потому что этот мясной сок придаст замечательный вкус соусу, который мы сейчас приготовим. Соусу из лука и муки. Высыпаем лук, муку, то самое масло, на котором только что жарили котлеты. Будьте внимательны, будьте аккуратны, будьте осторожны. Запанированный в муке лук обжарится очень быстро, буквально минуты за 2-3. Лук надо помешивать почаще. У меня сковородка очень хорошая, к ней ничего не прилипает, но если у кого-то часть фарша от котлеты прилипнет к сковородке, не беда, перемешивайте с луком, все будет хорошо. Этого брака в вашей работе никто не заметит. Среди ингредиентов для котлеты была особая приправленная сванская соль. Что это такое? Ну, собственно говоря, соль, приправленная чесночком да красным перцем. Я же точно знаю, что многие из вас все равно покупают быстро растворимую лапшу. И то, что там прикладывается в пакетике, ну вот это вот типа для бульона, часто используется не все, потому что для многих это кажется слишком острым. Вот эти остатки пакетика добавьте в котлету. В самый раз, будет очень вкусно. Но без этой приправленной соли можно обойтись. Ровно так же, как можно обойтись без соевой пасты, которую я сейчас собираюсь добавить сюда, к луку, для того, чтобы соус у меня получился густым и очень плотным, очень насыщенным. Что это за соевая паста? Вот мои подписчики-корейцы знают отлично, они называют это тяй. Продается во многих магазинах. Ферментированная соевая паста. Я ее добавляю в очень многие соусы. Она придает моим соусам удивительный вкус. Что она собой представляет? Ну вот сою ферментируют, белок, который содержится в сое, распадается на аминокислоты, на эдакие кирпичики. И эти аминокислоты практически полностью идентичны мясным аминокислотам. И эти аминокислоты, по крайней мере по вкусу и по аромату, очень напоминают те же самые кирпичики, которые образуются у нас в результате приготовления мяса. Вот мы жарили котлеты, и вдруг мясо необычно, очень вкусно запахло. Это мясные белки распались как раз вот на эти самые кирпичики, из которых и состоит вся вкусная еда. Ну а теперь, когда соевая паста обжарилась, когда лук стал золотистым, ого, самое время добавить бульон. У каждого человека, имеющего полкило мякоти для котлет, должны остаться косточки, жилки и обрезки, из которых можно сварить бульон. Разумеется, из 200-300 грамм костей бульон варить не стоит. Я бульоны варю каждый раз, когда покупаю мясо. Далее эти бульоны хранятся сколько угодно в морозильнике, и это никак не влияет на их вкус. Раз уж я вам прорекламировал, вольно или невольно, эту соевую пасту, я хотел показать вам еще один соус, которым я пользуюсь постоянно. Я не знаю, как он называется по-китайски, здесь нарисована какая-то, ну, вполне себе пожилая женщина, но мы называем этот соус бабушкин соус. Поверьте, мне вот эта добрая женщина ничего не заплатила. Это не реклама, это мой добрый совет вам, моим подписчикам. Этот соус очень вкусный. Я добавляю его буквально 1 чайную ложку, и соус приобретает очень правильную, такую очень вкусную, ароматную остроту. Это тоже какие-то ферментированные соевые бобы. В общем-то, масло масляное. Вот такое вкусное, такое аппетитное. Посмотрите, что у нас происходит в сковородочке. Сейчас крахмал, который содержался в муке, встретился с горячим бульоном, и соус постепенно загустевает. Еще и из мяса котлет прямо в соус выделится то, что сделает его еще более густым. И этот соус пропитает котлеты, и котлеты получатся на удивление сочными. Вы поняли красоту идеи? Мы не клали лук внутрь котлеты. Зачем? У нас много лука, и он ровно там, где ему надлежит быть, в соусе. Слегка убавляем нагрев, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. За эти 15 минут котлеты надо будет пару раз повернуть. С одной стороны, на другую. Прошло 15 минут. Полюбуйтесь, какая прелесть у нас на сковороде. Когда мы готовились к съемкам этой программы, мы подавали котлеты и соус вместе с макаронными изделиями, вместе с пастой. Было очень вкусно. Но потом я подумал, господи,
Да какие же роскошные проводы получаются одному ресторану быстрого питания с этими котлетами. Поэтому купил булочки для гамбургеров. Никакого соуса, никакого кетчупа, никакой горчицы, никакого майонеза сюда не надо. В этом соусе уже есть все, что необходимо. Накрыли? И вот, на, ешь и постарайся не обляпаться. Ну и остальные 8 булочек. Вы думаете, я когда-нибудь ходил по этим гамбургерным? Нет, это все моя фантазия насчет того, каким гамбургер мог бы быть. Если бы не было узбекских мантов, если бы не было узбекской самсы, если бы не было обычных русских котлет. Впрочем, вот эти котлеты тоже очень замечательны на вкус, дорогие друзья. От всей души желаю вам успехов в кулинарии и приятного аппетита! Весь декабрь на нашем канале самые праздничные, самые вкусные, самые новогодние блюда. Ведь это любимый праздник, для которого мы накрываем стол особо. В эту ночь в бокалах искрится шампанское, но не стоит забывать о тех, кто не употребляет алкоголь. Вино лучше заранее перелить в декантеры, а по кувшинам разлейте натуральные свежевыжатые соки. Я предпочитаю гранатовый. Секреты домашних заготовок давно раскрыты на нашем канале. Посмотрите описание к ролику. Там найдете ссылки на закуски, которыми мы украшаем наш стол. А вот секрет исключительно вкусного маринованного говяжьего языка я раскрою вам в этом декабре. Обязательно посмотрите этот ролик, не пропустите. Фаршированная рыба, gefilte fish. Стол у нас интернациональный. Здесь будут присутствовать блюда самых разных народов. Вот, например, традиционное русское жаркое. Я приготовил его из телячьей ножки, но можно приготовить как из свинины, так и из бараньих ножек. Выбирайте, кому что подходит. Впрочем, запеченный гусь – это тоже жаркое. Я раскрою вам секрет самого вкусного, самого нежного рождественского гуся. Для долгого застолья очень важно правильно подобрать воду. Пусть будет и без газа, и газированная. Ну и какой же Новый год без Наполеона? Еще в прошлом году я вам показал отменный рецепт торта Наполеон. А в этом году я покажу вам рецепт другого десерта, азербайджанского. Это айва, приготовленная в гранатовом соке. Очень вкусно. Уверяю вас, высококачественные крепкие напитки не стоит охлаждать и тем более замораживать. Лучше заморозить рюмочки. Рюмочки небольшого размера, которые до революции называли «муха», выглядят очень элегантно. Поверьте моему опыту, чем меньше рюмки, тем веселее праздник. Ведь Новый год должен запомниться песнями и танцами вокруг елки, вместе с детьми. Это ночь, когда делятся планами на будущее и загадывают желания. Это ночь, когда все желания исполняются. Пусть все плохое останется позади. Пусть растут счастливыми наши дети. Пусть крепнут семьи. Именно за это я наливаю свой бокал гранатового сока. Я хочу выпить за ваше здоровье. Я хочу выпить за труд, за большие успехи, за наше грядущее поколение, за детей. Пусть они будут лучше нас, пусть они будут счастливее нас. Пусть из наших традиций выберут только самое лучшее. И напоследок маленький совет. Для праздничного стола выбирайте только самые лучшие крепкие напитки. И употребляйте их точно так же, как хрен и горчицу. То есть не это главное. За нашим богатым, счастливым новогодним столом.